Часто можно слышать о естественности прав человека. Это может ввести в заблуждение, поскольку то, что естественно, не требует от нас никаких усилий для того, чтобы это у нас было. Хочется противопоставить этой теории концепцию искусственности прав человека. Это искусственный конструкт, порожденный фактически человеческим разумом. Это философско-правовая концепция, которая возникла благодаря гуманистическим мыслителям, которые осмысляли историю человечества, в том числе историю войн, насилия, ксенофобии. Кроме того, права человека возникают тогда, когда государства договорились о том, что они готовы их соблюдать. Следующий аспект здесь в том, что в каком-то смысле права человека неестественны. Существует одна из основных теорий, эволюционных теорий в биологии, которая заключается в концепции, в законе естественного отбора. Он гласит, что слабые особи вымирают, и в процессе эволюции остаются те, кто более приспособлен к жизни, к условиям среды, и таким образом выживает сильнейший. Права человека в каком-то смысле защищают слабого и разнообразие в целом. Кроме того, права человека, несмотря на то, что эта концепция в новом виде существует уже 70 лет, до сих пор нарушаются. В отличие от законов природы, например, закон тяготения, который одинаково действует как на профессора физики, который очень хорошо и глубоко понимает эту концепцию, так и на тех, кто, может быть, даже не знаком с ней. Безусловно, принятие Всеобщей декларации прав человека было важным шагом в развитии этой концепции, но совершенно недостаточным для того, чтобы права человека стали реальностью и исполнялись. За 70-летнюю историю человечество сделало много шагов для того, чтобы продвинуть эту концепцию и сделать ее более фундаментальной. Так, приняты документы, которые, в отличие от Всеобщей декларации прав человека, подразумевают обязательное исполнение для стран, которые их ратифицировали. Это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и Международный пакт о гражданских и политических правах. И эти документы подразумевают создание специальных механизмов для защиты прав человека. Второе – это развитие правозащитного движения. Здесь кажется важным назвать несколько событий, которые, с одной стороны, имели большое значение для развития правозащитного движения, с другой стороны, они имеют отношение и к современности. В 1961 году возникает Международная амнистия. Это наиболее массовая правозащитная организация, которая на сегодняшний момент насчитывает порядка 4 миллионов 700 тысяч сторонников. Изначально она возникала именно для привлечения большого количества людей для защиты прав человека. В первую очередь она фокусировалась на защите так называемых узников совести. Это люди, которые подвергались гонению, были посажены в тюрьму или даже убиты только за свое мнение или за какие-то убеждения, которые были неугодны властям. В 1977 году Международная амнистия получают Нобелевскую премию мира. В 1975 году были приняты так называемые Хельсинкские соглашения. Они включали в том числе обязательный блок по соблюдению прав человека для тех стран, которые вошли в так называемый Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас он называется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе или ОБСЕ. Туда в том числе вошли страны Восточного блока, в том числе Советский Союз. Принятие Хельсинкских соглашений дало толчок развитию так называемого Хельсинского правозащитного движения. Первой из таких организаций стала Московская Хельсинская группа. После ее создания в разных других союзных республиках, которые в тот момент входили в состав Советского Союза, а также в других странах возникают примерно такие же организации.
Многие из этих организаций действуют до сих пор, так же, как и Московская Хельсинская группа. В их числе можно назвать, например, Украинскую Хельсинскую группу по правам человека, Белорусский Хельсинский комитет и известную американскую организацию Human Rights Watch, которая при создании имела название Helsinki Watch. Следующим важным шагом стало принятие 1 июля 2002 года Римского статута, который провозгласил создание Международного уголовного суда. Этот суд рассматривает преступления против человечности, геноциды, военные преступления, массовые нарушения прав человека. Впервые в истории этот суд подразумевает ответственность, индивидуальную ответственность тех, кто повинен в совершении такого рода преступлений, фактически преступлений, связанных с правами человека.